На окраине старого города, где рельсы упирались в заросший пустырь, а фонари мерцали, словно вспоминали былые времена, жил человек по имени Савелий. Он был бездомным, но не жаловался. Привык к холоду, одиночеству и редким разговорам с прохожими, которые чаще бросали мелочь, чем слова. Когда-то давно он имел семью, дом и работу инженера на заводе. Но кризисы, долги и болезнь все унесли. Осталась только тихая привычка чинить все, что попадалось под руку. Словно он мог починить, увы, свою жизнь, если найти нужный инструмент. Зимой, в особенно холодную ночь, Савелий услышал еле различимое мяуканье из ржавого бака у железнодорожного моста. Он подошел, заглянул внутрь и увидел крошечного котенка, весь в грязи и снегу, который дрожал и не мог даже поднять голову. Савелий взял его, укутал в старую куртку и понес к своей арке, где под картонным навесом горела свечка. Котенок выжил, и с тех пор Савелий не чувствовал себя одиноким. Он назвал его Архимедом, просто потому, что в ту ночь вспомнил старый школьный урок о человеке, который кричал «Эврика!». Сначала кот был обычным, ел хлеб, пил воду, спал у костра. Но однажды Савелий заметил, что тот наблюдает за ним слишком пристально. Когда он чинил старый будильник, кот смотрел на каждое движение его рук, моргал в такт звуку шестеренок, а потом лапой ткнул точно туда, где не хватало винтика. Савелий усмехнулся, но когда через пару дней кот сам принес ему найденный гвоздик и аккуратно положил возле коробки с инструментами, стало не до смеха. Сначала он подумал, что просто совпадение, но странности множились. Кот понимал слова. Не по интонации, а по смыслу. Если Савелий говорил «спи», кот сворачивался в клубок. Если говорил «подай», тот шел и приносил нужную вещь. Тогда Савелий начал его обучать. Не как дрессировщик, а как отец учит ребенка. Он рисовал на картонке буквы и цифры, а кот лапой указывал на нужные. Сначала это были простые вещи. Буква «А», цифра 1. Но вскоре Архимед понял систему. Через полгода он умел складывать слова из карточек, а через год различал более 100 понятий. Савелий говорил: «Ты понимаешь мир, которого я уже не понимаю». Он боялся, что все это лишь плод одиночества. Но когда однажды к нему подошел сосед-старьевщик и увидел, как кот выбирает правильные карточки, слух о чуде разлетелся. Сначала приходили дети посмотреть на говорящего кота, потом студенты, потом ученые. Савелий не хотел славы, но голод и любопытство взяли свое. Его пригласили в университет для демонстрации. Архимед сел перед доской и лапой выбрал символы, из которых сложилось слово «еда». Зрители смеялись, думая, что это трюк, но когда кот потом указал на цифру, равную количеству мисок на столе, зал замер. Газеты назвали его самым умным котом в мире. Савелий впервые за долгие годы получил кров и еду, но вместе с этим пришло беспокойство. Ученые требовали анализов, журналисты — интервью, чиновники — разрешений. Архимед стал предметом споров. Одни утверждали, что кот просто подражает хозяину, другие, что он новый виток эволюции. Савелий же видел, как кот все чаще смотрит в окно и будто скучает по улицам. В лаборатории ему ставили эксперименты, давали выбор между разными символами, предлагали решать простые логические задачи. Архимед справлялся блестяще, но с каждым днем все больше замыкался в себе. Он перестал играть, перестал мурлыкать. Савелий понимал, ум не делает счастливым. Однажды ночью кот подошел к нему и принес бумагу. На ней, неловкими следами лап, были выведены буквы «Пора домой». Старик не поверил глазам, но внутри почувствовал, это не шутка. Они ушли той же ночью, пока охранник спал. Вернулись туда, где впервые встретились, под старый мост. Савелий развел костер, кот улегся рядом. Ветер пах свободой. С тех пор их больше не видели. Говорили, что через месяц кто-то нашел у реки коробку, в которой лежали рисунки, схемы и маленькая табличка. Архимед думает. Другие уверяли, что видели серого кота в другом городе, где он помогал слепому мальчику переходить дорогу. Были даже слухи, будто он научил других котов открывать замки и приносить вещи. Газеты снова вспоминали имя Савелия, писали книги и снимали передачи. Но никто не знал, где они на самом деле. Годы шли. Город менялся, старые мосты ломали, строили новые. А потом на том месте, где жил бездомный, поставили скамейку с надписью
Здесь человек поверил, что чудо может родиться даже из мусора. Иногда туда приходят люди, садятся и кормят бездомных животных. Иные утверждают, что в сумерках на скамейке можно увидеть серого кота. Он сидит тихо, глядя в реку, будто считает отражение фонарей. Дети говорят, что если прошептать ему что-то, он поймет, но не ответит. Потому что тишина — его язык. Ученые спорят до сих пор, был ли Архимед действительно разумным или все это миф. В архивах университета остались записи, где кот выбирает правильные ответы, и показания свидетелей, которые поклялись, что видели, как он печатает слова. Некоторые современные исследователи считают, что Архимед мог быть уникальным результатом случайной мутации мозга, усилившей способности к обучению. Другие верят, что все дело в любви и внимании Савелия. Ведь никто другой не разговаривал с животным так, будто оно человек. Любовь, говорят, но это лучшая школа. Если животное чувствует, что его понимают, оно само начинает понимать в ответ. Савелий верил именно в это. Он часто говорил, глядя в глаза коту: «Ты умный не потому, что знаешь буквы, а потому, что умеешь смотреть на мир без злобы». И, может быть, в этом и был секрет. Ведь после их исчезновения люди начали замечать, как странно стали вести себя другие кошки. Они приносили вещи хозяевам, словно хотели помочь. Садились рядом, когда те грустили, смотрели прямо в глаза. Кто-то смеялся, мол, влияние легенды, но другие чувствовали, что Архимед оставил след в умах не только людей, но и своего вида. Однажды пожилой профессор, участвовавший в первых экспериментах, признался: «Если бы мы тогда не пытались его измерить, а просто слушали, может, он рассказал бы нам что-то важное». Но уже поздно. Савелий и Архимед исчезли, оставив после себя историю, в которую трудно поверить и невозможно забыть. И все же, если ночью пройти по мосту и услышать легкое мяуканье, стоит прислушаться. Возможно, это Архимед все еще говорит со своим учителем, стариком, который показал, что ум не принадлежит тем, у кого есть дом или статус. Он принадлежит тем, кто умеет замечать жизнь даже в мусоре, любовь даже в тишине и смысл даже в одиночестве. Может быть, именно поэтому этот кот стал самым умным в мире. Не потому, что знал слова, а потому, что понял человека, который никому больше был не нужен. И пока хотя бы один человек в этом городе вспоминает их, чудо живет. Ведь мудрость, если вдуматься, это всего лишь любовь, научившаяся думать.